Друзья, всем привет, с вами Энди Вакс, и сегодня мы продолжаем разговор о наушниках. В этом выпуске Энди Вакс Reviews наушники, о которых мечтают все, но которые слышали лишь немногие. Я слушал их в магазине пару раз, но одно дело слушать, а другое дело поработать в них и проверить комфорт использования и переносимость миксов. Это видео стало возможным только благодаря Артему Ролару из Facebook-конференции Энди Вакс Reviews, который предоставил на тест Audeze LCD 2. Огромное спасибо, коллега. Итак, давайте же поговорим про легендарный Audeze LCD 2 стоимостью в $1000. Обращаю ваше внимание на то, что это видео, к сожалению, не спонсируется компанией Audeze. Давайте разбираться, стоят ли своих денег эти уши и стоит ли переходить с наушников, которыми мы пользуемся сейчас, на эти легендарные планары. Поехали! Audeze — это калифорнийский бренд, один из основателей которого трудился в свое время в НАСА. Видимо, отсюда проистекает такой своеобразный подход к дизайну и беспрецедентному качеству звука. Принято делить наушники Audeze на аудиофильские и звукорежиссерские. Аудиофильскими считаются модели LCD 2, 3, 4 и топовые 4Z или 4Z. Звукорежиссерскими считаются LCD 1 или 1, X, XC или Closed, что значит закрытые, и, конечно же, топовые MX4. Друзья, обратите внимание, что даже на официальном сайте компании эти модели разделены на разные категории. Хотя лично мне кажется, что деление это весьма условно и зависит от вкусовых предпочтений. В прошлый раз мы обсуждали Beyerdynamic DT1990 Pro, и они задали довольно высокую планку качества звука и цены в $700. По сей день я убежден, что наушники без коррекции не стоит использовать в принципе, потому что звук будет довольно далек от линейного. Сегодня мы проверим, справедливо ли это для продукции компании Audeze. С другой стороны, любая коррекция вносит гармонические искажения, хотя тут уже зависит от изначального количества этих самых гармонических искажений в каждой конкретной модели наушников. Например, у Beyerdynamic изначально их много, и коррекция точно не сделает звук лучше. С другой стороны, у продуктов компании Audeze количество гармонических искажений ничтожно мало, так что в их случае допустима довольно агрессивная коррекция. Это особенно критично для низкочастотного диапазона. У Audeze можно смело корректировать низкие частоты, а, например, у Beyerdynamic с этим могут возникнуть некоторые проблемы, что будет проявляться в явно слышимых искажениях. Забегая вперед, скажу, что если вы решили связать свою жизнь с планарной технологией, лично я рекомендую обратить внимание на две модели от Audeze. Первая — LCD 1. На мой взгляд, хлипковатая конструкция и самая низкая цена в $400. И вторая — это LCD X, которая хорошо проявляет себя именно при работе над сведением и в топовой комплектации стоит порядка $1600. LCD X — это более прокачанная в сравнении с LCD 2 модель, которая имеет улучшенную динамику и чувствительность. Однако не стоит ждать чудес. Каждый, кто имел дело с топовыми продуктами любого бренда, знает, что чем выше цена сравниваемых продуктов, тем меньше разница в качестве. Но нет предела совершенству и нет предела аудиофильскому максимализму. От LCD 2 Classic обычный LCD 2 отличается двумя фазирующими пластинами под названием Phasor, которые улучшают фазовые характеристики на высоких частотах и служат для выравнивания магнитного поля. Благодаря этому у LCD 2 Classic меньше вес, и они дешевле оригинальных LCD 2 где-то на $200. По заверению производителя, если для вас важнее низ и середина, выбирайте LCD 2 Classic. Если важнее высокие частоты, выбирайте LCD 2. Напоминаю, что очень важный момент — это тщательный выбор магазина при покупке наушников. Это должен быть официальный представитель с наличием реального магазина, в который вы сможете приехать и опробовать все интересующие вас модели. И помните, конечно же, про гарантию — это минимум 12 месяцев. Надейтесь на лучшее, друзья, и готовьтесь к худшему. Поэтому никакой экономии в вопросе выбора магазина. Наушники поставляются в очень крепком кейсе.
Думаю, что с таким кейсом можно пережить зомби-апокалипсис. Очень жесткие здесь уши. Внутри все просто. Место для наушников, место для кабеля. Признаться, я впервые вижу настолько крутую прочную упаковку, и это меня очень радует. Можно смело пересылать наушники или возить наушники с собой. Этот кейс, он, друзья, выдержит все. Также есть вариант поставки LCD2 в обычной картонной коробке. Это, конечно же, дешевле где-то на $100. Но мой вам совет, друзья, потратьте лишнюю $100 на супер крепкий кейс. Словом, обязательно уточните этот момент при покупке. Что не внушает доверия в LCD2? Во-первых, очень часто можно услышать, что деревянные чаши могут треснуть. Обратите внимание на очень странные линии верхней части. По заверению владельца, они возникли просто ниоткуда. На форумах я встречал рекомендации по уходу за этими наушниками, про протирку специальными средствами для дерева и так далее. В общем, изучите этот вопрос, это действительно проблема, в данном случае крайне актуальна. Ну и во-вторых, в комплекте с наушниками за $1000 идет, на мой взгляд, совершенно дешманский кабель, который наверняка переломится вместе рядом с разъемом Mini XLR. Обратите внимание на кабель, и вот как раз в этом месте кабель очень легко переламывается. Кабели подключаются раздельно к каждому наушнику. В комплекте 2-метровый шнур, большой джек на 4-контактный Mini XLR. Справедливости ради, новые модели типа LCD-X и LCD2 Classic комплектуются уже совершенно другим кабелем, так что компания явно в этом плане провела работу над ошибками. Оголовье ступенчато и очень туго регулируется по высоте. Несмотря на немаленький вес наушников, лично мне они показались очень комфортными. Отверстие под уши чуть меньше, чем в байерах DT1990 Pro, о которых мы говорили в прошлый раз. Так что среднего размера уши, например, такие как у меня, вообще без проблем влезут в эти наушники. LCD2 — это открытые наушники, и в отличие от наушников других брендов, здесь нет совершенно никакой звукоизоляции. Вначале это просто шокирует. То есть, если вы хотите отгородиться от внешних звуков, поработать в шумной обстановке, LCD2 — это вообще не вариант. Также, если рядом кто-то сидит, и вы 100% будете мешать этому человеку, работая в LCD2, в общем, 200 раз подумайте, потому что шумное окружение и люди рядом — это однозначно против использования Audeze LCD2. Далее про амплитудно-частотную характеристику или АЧХ. Все измерения АЧХ наушников, которые вы в принципе можете встретить на просторах интернета, будут отличаться между собой. С мониторами такой проблемы нет, так как, например, с помощью робота Clipple делается более 1000 измерений в разных точках пространства, которые потом аппроксимируются и превращаются в идеально точный график АЧХ. В случае с наушниками проблемы начинаются уже с расположения динамика относительно измерительного устройства. А, например, на количество низких частот очень сильно влияет степень прижима чаши наушника. Также обратите внимание, что шурупы не докручиваются. И сделано это специально. В общем, разбирать эти наушники самому я бы однозначно не рекомендовал. Как мы видим на графиках, визитная карточка АЧХ LCD1, 2 и X — это провал в области средних частот, что, впрочем, без проблем компенсируется специальным софтом для коррекции АЧХ, и самых популярных подобных программ — это, конечно же, SonarWorks Reference, в которой, к сожалению, нет симуляции помещения, и профили для некоторых наушников, мягко говоря, звучат странно. Ну и ни для кого не секрет, что мой фаворит по коррекции АЧХ и симуляции работы в студии — это Disonic Realphones. Сейчас, друзья, в их магазине распродажа с 50% скидкой. Также в описании вы найдете дополнительный скидочный купон, который Disonic предоставили любезно после моего предыдущего видео про наушники Beyer Dynamic DT1990 Pro. Также, друзья, обратите внимание на коррекцию от Tone Boosters, программа под названием Morphit плагин, и программа под названием Goodhertz Scan Opener, также VST плагин, который позволяет
использовать кроссфит, взаимопроникновение каналов друг в друга и избавиться от того самого звука внутри головы, когда вы работаете в наушниках. Но, опять же, на мой взгляд, D-Sonic Realphones — это решение все в одном. Прекрасное. Также Audeze, в свою очередь, решили поддержать покупателей своей продукции и выпустили специальный плагин Audeze Reveal Plus, который компенсирует неровности АЧХ и симулирует помещение. Однако за него производитель просит, сколько бы вы думали, $200 или $100, но если вы покупаете их новые наушники на официальном сайте. Добавляете товар в корзину, добавляете плагин, и скидка автоматически применяется. Вот так интересно. Также интересная фишка Reveal Plus — это формирование HRTF или Head Related Transfer Function, или передаточной функции, связанной с головой. В реальности, по фотографии со смартфона вашего уха, Reveal Plus создает ваш личный HRTF-профиль со своей уникальной коррекцией. Для меня, правда, остается вопросом, а как же то, что происходит со звуком внутри ушного канала? Естественно, учитывать этот момент Reveal Plus не может. В версии 2.0 Audeze Reveal Plus мы можем регулировать влияние HRTF, а также использовать симуляцию сведения в студийном помещении. Давайте посмотрим на Audeze Reveal Plus поподробнее. Итак, первое и самое основное. Подобные Realphones и Reveal Plus плагины нужно ставить в мониторинговую цепь, в Cubase, Control Room, в Reaper это монитор FX. Также в продвинутых программах типа Realphones, если мы нажмем на гамбургер, есть опция Bypass on Mixdown, которая сообщает программе, что при миксдауне плагин нужно отключить. Поэтому Realphones можно ставить на мастер даже в проекте, и звук при экспорте не пострадает. Что касается Reveal, при старте плагина он требует подключиться к аккаунту. Вы сканируете QR-код, фотографируете ухо, и через браузер происходит синхронизация с плагином. И, собственно, здесь мы и видим, вот в данном случае, сколько у меня осталось устройств для авторизации. Всего 3. Всего 5 разных ушей, то есть 5 разных пользователей на одной системе может быть зарегистрировано. 2 недели триальных. Если у вас на экран полностью не помещается плагин, здесь есть несколько опций. Во-первых, это Hide Controls и Hide Studio. Hide Controls оставляет фотку студии. Фотки студии тут, конечно, не очень красивые, как бы на отвяжи сделаны. Hide Studio скрывает картинку, но зато у нас здесь есть с левой стороны выпадающий список. В каждой студии здесь есть свои спикеры, свои колонки. Допустим, выбираем Spitfire Studio, Лос-Анджелес, Калифорния. И видим здесь фокалы, джинелейки. Можно увеличить или уменьшить влияние эмбиенса, собственно, помещения, или отключить его, кликнув сюда. Мастер гейн, мастер громкость. Или выбрать другую студию, например, Echo-Bar в Голливуде. Опять же, те же самые настройки. В каждой студии это вкладка Main Control, основные органы управления, Headphones, наушники. Здесь мы, как и в SonarWorks, можем выбрать минимальную фазу, нулевая задержка, линейную фазу, 3 линейных фазы и несколько режимов задержки для линейной фазы. В режиме линейная фаза высокая задержка, задержка очень высокая. Также обратите внимание на регулятор Dry-Wet, он здесь называется Preset Amount, соотношение между сухим и обработанным звуком. Далее вкладка Limiter, его можно отключить. Здесь его можно настроить. Далее у нас шестеренка. При нажатии на шестерню у нас интенсивность применения того самого сфотографированного уха и, соответственно, профиля под ваши уши. Баланс лево-право. Минимальная фаза. И, собственно, самое главное — это выбор вашей модели. Слева вверху нажимаем. Здесь у нас закрытые, открытые и внутриканальные уши. В моем случае это открытые LCD2. Но, если честно, я пробовал LCD 3.4. По факту характер звука чуть-чуть меняется, что говорит о том, что АЧХ, скорее всего, плюс-минус одинаковая. Либо так функционирует программа. Ну и если сравнивать, то нет симуляции в одном и том же помещении разных акустических систем, нет простейшего эквалайзера,
нет удобного для мастеринга мониторинга mid-side, разных каналов, разных частот. В общем, нельзя изменять угол расстановки спикеров и так далее, и так далее. Короче говоря, по функциональности весьма-весьма базовый такой подход. Все, как говорится, познается в сравнении. Что касается характеристик LCD 2 на бумаге. Сопротивление LCD 2 70 Ом, ровное по всему спектру частот, что для магнитопланаров абсолютно тривиальное явление. Чувствительность 101 дБ на 1 мВт, минимальная мощность усилителя 100 мВт, рекомендуемая мощность усилителя 250 мВт. В общем, если вам эти цифры ни о чем не говорят, сообщаю, что стоит озаботиться хорошим усилителем для наушников. Моя рекомендация из доступных по цене — это Shure или Topping. А теперь самое главное, друзья — звук. Я сразу же опробовал LCD 2 без коррекции, с коррекцией Reveal Plus и с коррекцией D-Sonic Realphonics. Reveal Plus показался мне просто ужасным по звуку и лишенным огромного количества регулировок, типа ширины расстановки мониторов и элементарного трехполосного эквалайзера. Даже при отключении HRTF профиля и отключении симуляции контрольной комнаты Reveal Plus выдает очень странный звук, который далек от того, что я слышу на качественных мониторах в своем подготовленном помещении. Звук с коррекцией D-Sonic Realphonics прекрасен, только влияние параметра Density, который усиливает низкие частоты, приходится радикально уменьшить во избежание искажений. Поначалу мне это показалось крайне странным, учитывая, что планары должны позволять любую, даже экстремальную эквализацию. Оказалось, что дело просто-напросто в слабом усилителе моего КРК Ergo. И при использовании LCD 2 с RME UFX2 проблема практически уходит, хотя усилитель в RME не идеален. В общем, очевидно, что наушники очень требовательны к усилению. При смене усилителя предсказуемо меняется как громкость, так и АЧХ сигнала. На КРК Ergo громкость выхода на наушники приходится выкручивать на 95%. По сравнению с Sennheiser HD650 и BRAM DT1990 Pro, где ручка громкости установлена где-то на 75-80%. Также отмечу, что даже звук LCD 2 без коррекции показался мне весьма и весьма ровным. И я с удивлением обнаружил, что пресловутой дырки на средних частотах я не слышу. Имеет место быть смягчение этой области частот. Вот вам и феномен акустики. На картинке есть, а на практике все очень адекватно и приятно звучит. Басы очень глубокие из коробки. С коррекцией это просто какой-то праздник. Сравнив басы с теми же BRAM и Sennheiser, однозначно могу сказать, что LCD 2, если так можно сказать, гораздо ниже по частоте прокачивают звук. Такое ощущение, что эти наушники просто плюс сабвуфер. Ну что ж, друзья, давайте подведем итоги. Звук самый крутой за эти деньги, что я слышал. А при условии совместного использования D-Sonic Realphonics становится не только более линейным, но и более приятным на низких частотах, что крайне важно, когда вы занимаетесь аранжировкой, звук должен прокачивать как надо. Так что можно официально считать, что планка ценника качества поднимается до $1000. Еще раз обращаю ваше внимание на два момента. Первый. Использовать LCD 2 можно и без коррекции. Второй. Без хорошего усиления наушники эти, на мой взгляд, абсолютно бесполезны. Так что если ваш аудиоинтерфейс не тянет, посмотрите что-то доступное из линейки Shure или Topping. А такие планы выше всяких похвал. По сравнению с BRAM DT1990 Pro, звук, как мне показалось, более честный, более естественный. Опять же, за референс я беру то, что я слышу на трехполосных своих Adam S3H в подготовленном помещении. Конструкция, корпус и комплектация довольно минималистична и качественна. Последние годы бренд пропагандирует leather-free продукты, сделанные без использования шкур животных. Помним про претензии к дереву чаш и довольно быстро вытирающимся краям амбушюров. Обратите внимание. Вес у них, конечно же, большой, почти 600 грамм. И тут пользователи делятся на два лагеря. Одни говорят, что долго не могут в них усидеть, болит шея. Другие говорят, что без проблем проводят в одезе очень много времени, без каких-либо нареканий. Лично мое мнение, да, они тяжелые. Они чувствуются на голове. Однако лично для меня проблемой стало не это.
а то, что в них банально жарко работать. Точно такой же эффект меня в свое время преследовал при работе с байерами DT880 Pro. Подытожив, могу сказать следующее. Копите деньги и качайте шею, друзья. Эти наушники действительно стоят своих денег однозначно. Очень надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным и сэкономит вам кучу времени и денег. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и вопросы в комментариях под видео. А с вами Энди Вакс. До новых миксов.